Всем привет! Сегодня жарю пирожки с картошкой на дрожжевом тесте. Пирожки получаются сытные, вкусные и легкие в приготовлении. Для картофельной начинки я очистила 950 грамм картофеля. Картофель залила водой, ставлю на плиту и варю до полной готовности. Для теста мне понадобится 180 грамм измельченного в кашицу свежего картофеля, столовая ложка сахара, 11 грамм соли, я использую морскую, 20 миллилитров растительного масла, (350 миллилитров теплой воды, (42 грамма сырых дрожжей). Жидкую массу перемешиваю до тех пор, пока не растворятся кристаллы сахара, соли и кусочки сырых дрожжей. Добавляю 600 грамм заранее просеянной муки. Вот беру вымешанное тесто и перекладываю его в чистую чашу. Накрываю крышкой и отправляю тесто на подъем. Картофельное пюре буду заправлять обжаренным луком. В разогретую сковороду отправила 125 грамм сливочного масла. Добавляю 200 грамм мелко порезанного репчатого лука. Лук нужно будет обжарить до золотистого цвета. С вареного картофеля слила воду, по вкусу солю. Картофель нужно будет немножечко подсушить, чтобы ушла лишняя влага. Добавляю обжаренный лук. И еще раз все нужно будет хорошенько протолочь. Для работы с подошедшим тестом мне потребуется приблизительно 70 грамм муки. Тесто оставляла на подъем 2 раза и после каждого подъема вымешивала. У каждой хозяйки свой метод разделки теста. Я вам покажу сейчас самый быстрый. Раскатываю лепешку. Толщиной приблизительно 1 сантиметр. Старайтесь раскатывать равномерно. Заранее поставила разогревать масло. Масло разогреваю на умеренной температуре. Беру стакан и вырезаю кружки. Формируем пирожки. Беру кусочек теста, раскатываю в пласт. На серединку укладываю картофельную начинку. Защипываю края. С тестом очень легко работать, оно мягкое, эластичное. И вот получается такой пирожок в форме листочка. И также буду поступать с остальными кусочками теста.
Готовность масла можно проверить, добавив небольшой кусочек теста. Если возле теста образуются пузырьки, значит масло для жарки готово. Масло разогревайте на умеренной температуре. Если вы быстро его разогреете, то пирожочки начнут снаружи быстро поджариваться, а внутри останутся сырые. Поэтому очень важно при жарке пирожков правильно разогревать масло. С одной стороны обжаривала пирожки где-то около 3 минут. Переворачиваю на другую сторону. Такое простое тесто, в котором практически ничего особенного нету. И такие пирожочки румяные, воздушные. Первая партия пирожочков готова. Закладываю следующие пирожки. Пирожок только сформировал, проходит буквально 2 минуты, и он просто вырастает на глазах. Тесто такое воздушное и легкое на подъем. И сегодня картофельными пирожками я буду угощать коренных немцев. Они просто не пробовали русские пирожки и попросили меня испечь. И я решила самые простенькие с картошечкой. Они самые вкусные, на мой взгляд. Это тесто можно использовать для любых других начинок. Для пирожков с луком и яйцом. Также сладенькие пирожки можно готовить на этом тесте. Из приготовленного теста получился 21 пирожок. Посмотрите, какие они пышные, румяные. Вот так пирожочек выглядит внутри. Много начинки, мягкое, воздушное, тоненькое тесто. Пока пирожочки горячие, у них аппетитная хрустящая корочка. А когда пирожочки остынут, они остаются долго мягкие и не черствеют. Советую приготовить и убедиться. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.